Батуми – город на берегу Черного моря. И здесь действительно есть из чего выбирать, когда речь заходит о недвижимости. Кто-то ищет объекты на этапе котлована, кто-то мечтает о своем уютном коттедже. А если вас интересуют уже готовые апартаменты на первой линии, то этот обзор точно для вас. Вы на канале о недвижимости. Меня зовут Сергей Карнаухов. И сегодня мы посмотрим 3 апартамента в одном из комплексов, который находится практически на нулевой линии моря. Так, знакомьтесь, Батуми Вью. Что о нем можно сказать? Комплекс построен в современном стиле, с элементами минимализма, V-образная структура из 3 блоков. То, что посередине, вот с той стороне, у него 13 этажей, 2 остальных сбоку по 11 этажей. За моей спиной стоит еще 4-й корпус от Батуми Вью. Там будет именно отель Crown Plaza, сейчас там идут работы. Остальные комплексы сданы в эксплуатацию. Мы сейчас с вами посмотрим несколько квартир как раз в комплексе Б. Пойдемте прогуляемся в эту сторону. Сам комплекс Батуми Вью располагается между аэропортом, который по левую сторону от меня, и парком Лихай Марии Качинский, который по правую сторону от меня. Что стоит вообще сказать про Батуми Вью? Здесь есть все необходимые кафешки, ресторанчики для гостей, то есть рядом вся необходимая инфраструктура. Чуть подальше, если парк пройти, там есть Метро Сити, то есть это торговый центр, вот, и также большущее казино. То есть туристам, как правило, здесь комфортно, здесь можно проезжать на самокатах, на велосипедах, гулять с собакой, с животными и так далее. Часто апартаменты эти выбирают как раз из-за того, что комплекс находится на первой линии моря. С этой локации легко можно уехать на другой конец города, вот, в любых направлениях. Сейчас с вами будем смотреть апартаменты, что находится рядом вот с этой пальмой. Я прямо сейчас при вас буду залазить на пальме. Сначала во 2-ю квартиру, потом в 3-ю. Пойдемте. Вам интересно смотреть, как я лажу на деревьях? Так. В общем, ребят, честное слово, не получается у меня лазить по деревьям. Вот, но давайте войдем через парадный вход все-таки территорию самого комплекса. И, соответственно, парадный вход, он вот здесь. Пойдемте смотреть квартиры. Ну, такая входная группа. Мы с вами проходим, поворачиваем и сразу видим 2 лифта. Увидимся наверху. Добро пожаловать в 1+1 Батуми Вью. Квартира формата 1+1 подразумевает под собой, что здесь есть студия, вот мы сейчас в ней находимся, и плюс дополнительная спальня. Что стоит отметить, что вообще общая площадь именно жилой территории почти 56 квадратных метров. Здесь есть 2 двери с выходом на балкон. Балкон тоже просторный, 15 квадратных метров. Но самое главное преимущество этих апартаментов – это прямой обалденный вид на море. Я думаю, что здесь смело могут разместиться семья до 5 человек, потому что здесь есть несколько зон отдыха, так сказать, вот, в этой комнате и в следующей. Ну, а теперь давайте посмотрим детали. Во-первых, мне хочется начать с того, что здесь вот в входной группе есть несколько интересных деталей. Первое, вот эта вот лампа, которая цветом напоминает мне почему-то Луну. Интересный тоже момент, я хотел показать сами двери, они очень широкие, то есть качество двери довольно хорошее. И про лампу я хотел бы отметить, что здесь еще вот есть люстра с такими камушками, как будто метеоритами. В общем, это создает такую небольшую космическую атмосферу. Вообще в комнате очень много разных полезных вещей. Мы каждую часть этой комнаты посмотрим отдельно. Вся мебель здесь итальянская, кроме напольного покрытия. Плитка, керамогранит испанского производства. Здесь все сделано очень цивильно, чинно. Сюда можно приехать самому жить, потому что эти апартаменты, они не под управлением самого Батуми Вью. То есть, если вы, допустим, сами планируете жить или сами планируете сдавать в аренду, это отличный вариант. Да, те квартиры, те апартаменты, которые остались от застройщика сейчас, еще есть несколько лотов, они все под управлением. То есть у них есть какое-то ограниченное количество проживания в сезон, вроде это 60 дней в году, это надо будет уточнять. Обслуживание в этом комплексе составляет $1,5 на квадратный метр. Ремонт в квартире был сделан в мавританском стиле. В целом здесь находятся большие панорамные окна, которые
наполняют комнату большим количеством света. Также за моей спиной есть стеклянная стена в другую комнату. Изначально собственнику застройщик предлагал ее выполнить ну, полностью, скажем так, сделать перегородку из блоков, но было принято решение специально оставить ее прозрачной, там есть небольшая занавеска, потому что здесь, куда просто не повернешься, видно море. Сам комплекс Батуми Вью находится на первой линии моря, как говорят, но он настолько близко к морю, что некоторые называют его нулевой линией. Здесь у нас первая зона отдыха, да, такой диван. Вообще он очень хорошо, получается, он очень удобный в плане того, что он может раздвигаться вот, и превращаться в кровать. Письменный стол. Во многих апартаментах Батуми Вью видел подобный стол. Мне лично они очень нравятся. Мне нравится что-то вот сидеть, писать, работать на компьютере, и место довольно приятное. То есть как бы тут можно сесть с ноутбуком, с левой стороны море. Вот такие стулья. Они обычно устанавливаются на балконах, либо в каких-то зонах отдыха. Соответственно, столик в его же стиле, да, в стиле стула с каленым стеклом. Вообще хотел бы немного еще обратить внимание на сам дизайн этого стула, так как в Батуми очень часто льют дожди, то сам формат, сам дизайн этого стула, он как бы не будет образовывать лужу, в которой вам не придется сидеть, потому что часто такие как раз стул устанавливают на балконах. Вот. Ну, соответственно, еще один диван. И что мне очень нравится, это кресло-качалка. Вот. Если вам надо помедитировать, можно здесь покачаться. И, конечно, журнальный стольчик. Кухня. Давайте ее посмотрим детальнее. Во-первых, мне очень нравится, как она сделана, сама кухня. То есть именно вот по ощущению, по качеству она очень приятная. Здесь находится индукционная плита, так как в Батуми Вью нет газа. Это апартаменты. Глубокая раковина, чайник. Ну, все самое необходимое здесь есть, да, микроволновка. Тут еще вот интересно, если мы посмотрим, как открываются сами шкафчики, получается, видите, эффект матрешки там. Внутри нее еще один шкаф, вот, ну, ящик, получается, с столовыми принадлежностями. В комнате мы видим электрогриль, вот. То есть в целом, если хотите что-то пожарить, приготовить, тут есть как бы разогреть пищу, вы, ну, спокойно, вы или ваши гости могут. Сплит-система, да, кондиционер, отопление, вот. Соответственно, еще есть вот такие шкафчики, тоже интересно сделанный дизайн. Здесь тоже есть вся посуда, все кружки, в общем, все, что нужно для отдыха. Уже все готово. Если мы дальше проходим по этой стороне, по этой кухне, мы видим уже зону, постирочную зону. Здесь находится вот стиральная машина, и рядом с ней находится сушилка. Еще вот такая тумба. Вот, и получается, там тоже находятся разные принадлежности для двухспальной кровати, которая находится, кстати, вот в дополнительной комнате. Я предлагаю сейчас ее, кстати, и посмотреть. Дополнительная комната, как я и сказал, то есть она отделяется стеклянной перегородкой. Вот, если кому-то тут будет неуютно, можно закрыться шторкой. Кровать, ну, большая. Мне вот лично по ощущению, я, конечно, не специалист, но кровать по качеству, по ощущениям очень хорошая. Также в комнате есть большой комод. Вот, там тоже разные полотенца, то есть комнатные принадлежности спальные. Находится также еще дополнительная сплит-система, как в студии самой, то есть их всего в квартире 2. И вот такой небольшой телевизор. Ну, а теперь посмотрим балкон. Ого, какое море! Итак, ребят, мы находимся как раз на балконе. Это, можно сказать, что нулевая линия моря. Солнце светит мне прямо в лицо. Соответственно, аэропорт находится по левую руку от меня. В той стороне находится, ну, дальше Новый бульвар, в сторону, там дальше Орби. Ну, конечно, там не так слишком близко, но в целом это зона парка Лихай Марии Качинских. Получается, по диагонали от меня в нескольких метрах находится Метросити. Преимущество этой квартиры в том, что полностью вся сторона апартаментов, она идет с видом на море. И с видом на эти камни. Вообще это волнорезы. Вот, и когда море, оно, получается, подходит прямо
а, во время штормов очень близко, и волна попадает на эти камни, то море, оно рассеивается как бы вот в этих каменных прогалинах. Вот, поэтому, в частности, вот сколько здесь было, скажем так, штормовых ситуаций, ничего не долетало до самого комплекса, то есть это в целом очень безопасно. Что еще спрашивают? Обычно спрашивают, насколько здесь высокая влажность, пахнет ли сыростью в связи с тем, что сам комплекс находится рядом с морем. Но вот по ощущениям в комнате сыростью не пахнет, она довольно свежая. Сейчас я хочу вам еще показать санузел. Здесь есть электрический полотенцесушитель. Дальше большой накопительный бойлер Ariston на 100 литров. Еще, что примечательно в этом бойлере, здесь есть ручное регулирование температуры подачи воды. Биде, душ на различные потоки, получается, самого напора воды. И вот такой вот аутентичный, прикольный умывальник. Итак, а теперь посмотрим вторую квартиру в этом комплексе. Эта квартира тоже формата 1+1, это тоже апартаменты с прямым видом на море. Мы сейчас все подробно, детально рассмотрим, но эта квартира получается чуть меньше. Кстати, предыдущая квартира располагалась, вот она здесь, ее можно увидеть, ее балкон можно увидеть. Здесь, соответственно, также вот студия, прилегающая к ней спальня. Общая площадь жилая здесь составляет 41,3 квадратных метра, а балконная площадь примерно 8 квадратных метров. Как и в прошлой квартире, я сейчас пройду так по часовой стрелке в этом направлении и покажу, что где находится. Вот, в прошлый раз я не демонстрировал, как раздвигается диван-кровать. Но на самом деле все это очень просто. Вот так вот работает. Пим-пим-пим. Брависсимо. Теперь надо собрать назад. В общем, это вот такой вот диван-конструктор. Здесь спокойно уже в этих апартаментах может разместиться до 4 человек. Очень похожий письменный стол, телевизор, сплит-система. Здесь, в общем, как и в предыдущей квартире, стеклянная перегородка, чтобы было больше света. В случае там уединения можно закрыться шторкой. Здесь получается спальня с таким базовым набором. Небольшой комод. Вот, почти с меня ростом такая двухспальная кровать. Сюда, в принципе, тоже может разместиться 2 человека. Кровать сама вот так вот поднимается. Вот здесь можно хранить дополнительные вещи, чемоданы сюда убрать в случае, если приедут гости отдыхать. Вот такие, кстати, кровати, они во всех апартаментах. Дальше за кроватью идет зона отдыха с креслом-качалкой и телевизором. И, конечно же, в каждой комнате установлена сплит-система. У нас стиральная машина, за моей спиной огромный стеклянный шкаф и вход в душевую. Вот. Она, в принципе, выполнена тоже так же, как и в предыдущей квартире. Разница лишь в том, что она чуть меньше. Тут здесь также есть большой накопительный бойлер на 100 литров, инсталляция, биде, умывальник интересной тоже формы. И душ точно такой же, как и в предыдущей квартире, на несколько режимов подачи воды. По качеству сделано в таком же стиле. Здесь вот, например, люстру мы снимали с космическим дизайном. И те апартаменты, которые рассказывал, можно будет увидеть с балкона. Сейчас мы, собственно, на балкон и... Вот, ребят, смотрите. Вот она, морешка. Вот та самая пальма, в которой мы ходили. И вот такой балкончик. Он, в принципе, изгибается еще в эту сторону. Итак, смотрите, я в самом начале сказал, что пойду по часовой стрелке, соответственно, еще вот с этой стороны как раз показываю тот балкон первых апартаментов, вот она, та самая пальма, вот. А теперь давайте заходить внутрь, посмотрим на саму кухню. Вот она, обеденная зона, качественный, хороший такой стол, вот. Несколько стульев, здесь стоит кухонный гарнитур, в принципе, совсем необходимо, чтобы приготовить или разогреть пищу. Газа, как я говорил ранее, здесь нету, но есть индукционная плита, вытяжка, шкафы разные, да, мы в прошлый раз смотрели на прошлой квартире, здесь, я думаю, не имеет смысла. Но также чайник, микроволновая печь и большущий холодильник. Посмотрели вторую квартиру, идем смотреть следующую. Вот он, типичный этаж Batumi View.
Это вот как раз корпус Б, который располагается посередине на 13 этажей. Здесь вы можете увидеть эвакуационный план, ну и план этажа, соответственно. Здесь располагаются лифты, но мы сейчас идем на 3-й этаж по лестнице. Какие тут интересные перила. Мы сейчас будем смотреть квартиру на 3-м этаже. Она точно такая же, как вот мы смотрели первую квартиру, то есть она находится прямо над ней. Итак, вот она, 3-я квартира с такой же лампой в цвет луны. Здесь санузел, большой стеклянный шкаф, получается постирочная зона. В принципе, тут все так же, как и было в первом варианте. Единственное, что, наверное, нет самой скатерти синей, да, вот это, которая была похожа на лучше Супра, грузинскую гостеприимную скатерть. Но в целом и диван такой же. Здесь диван-кровать прям однотипные все. Письменный столик точно такой же. В общем, как вы сами видите, здесь, в принципе, все одинаковое. Единственное, что в чем разница, да, она может быть поинтереснее, допустим, в отличие от первой квартиры, это вид. Соответственно, здесь у нас прям торчала пальма, а сейчас ее, собственно, не так сильно видно. И я предлагаю выйти на балкон, посмотреть все более детально. Здесь, по ощущению, хочу сказать, что визуально, ну, чем выше, тем получше. Ну, лично для меня хочется хотя бы отметить. Вот. Но, с другой стороны, когда смотришь на море сквозь вот эту всю зелень, через эту пальму, то это тоже весьма неплохо. Итого, мы с вами посмотрели несколько апартаментов в комплексе Batumi View. Что можно сказать? Если вы ищете готовые апартаменты на первой линии с инфраструктурой, которая рядом, как казино, Метро-Сити, да, торговый центр, парк, то определенно эти апартаменты заслуживают внимания, потому что они подходят как и для отдыха, так и для долгосрочной сдачи в аренду. Пишите в комментариях, какая квартира понравилась вам больше всего. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы или вы хотите узнать больше, мои контакты в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео.